Всем привет, с вами Доктор Перец, и сегодня мы поговорим о халявной энергии и бесплатном удалении тепла. Что нам надо взять, так это турбину, немножечко охладителей, добавим водички, чтобы сделать пары. Это вам не Kerbal Space Program. Да, ракету на паровом двигателе не получится построить, а может... Перейдем сразу к делу. Что вам нужно сделать, это построить комнату из теплоизоляционного материала 7 на 7 клеток. Вот такую. И заполнить ее водородом и водой. Вода, которая превратится позже в пар. Водорода в этой комнате должно быть около 105 килограмм, можно чуть больше. И воды должно быть около 220 килограмм, можно опять же чуть больше. Как это распределится в комнате готовой? У нас на клеточку сейчас 2,6 килограмма водорода и водички в одной клеточке 31,3 килограмма водички. Опять же, можно немножечко увеличить. То дальше? Дальше мы строим турбинку, которая находится на одну клеточку ниже от верха, на одну клеточку ниже от лева и право. Здесь остаются две клеточки. Здесь мы ставим наш терморегулятор. Во что в итоге это превращается? Это превращается вот в такую конструкцию, которая работает в плюс по электричеству и в минус по теплу. Что можно сделать еще для того, чтобы энергии было еще больше? Это закрыть 4 дырочки, входящие в турбину, оставить только одну. Тогда турбина будет работать еще лучше. И самое интересное, что вот эти дырочки можно закрывать абсолютно любым материалом. Я проверил, и работает на ура. Не обязательно здесь строить алмаз. Почему? Потому что теплопередача вот этих закрытых дырочек нас абсолютно не волнует. Ровным счетом 0. Давайте посмотрим на повышенной скорости, как это работает. Пожалуйста, турбина постоянно работает, терморегулятор постоянно нагревается, дает температуру пару, как я уже сказал, турбина засасывает этот пар, она его охлаждает, водород этот пар толкает вниз, турбина постоянно работает, электричество у нас постоянно есть. Видите, трансформатор сейчас выключен. Вот так выглядит эта система. Охлаждать можно что угодно. Вот, пожалуйста, вам электричество. Здесь сейчас эта турбина построена из высокотехнологических материалов. Здесь у нас теплоизоляция, клеточка. Здесь у нас трубы из термия. Охлаждаем мы все это супер хладагентом. И терморегулятор построен тоже из термия. А что делать, если мы хотим халяву раньше и построить термоводорегулятор, например, из стали? Пожалуйста, получаем вот такую конструкцию. Здесь у нас теплоизоляционная плитка из магматической породы, которая медленно нагревается, но она все-таки будет нагреваться. Турбина построена из золота, термоводорегулятор построен из стали. Охлаждаем мы загрязненной водой обычную нефть. Трубы построены из меди. Мы видим, что турбина работает. Да, она немножечко охлаждается, потому что недостаточно теплоемкости вот этой нашей водички. Но, тем не менее, эта турбина способна длительное время работать в плюс. Иногда она будет отключаться. Для того, чтобы запустить терморегулятор, конечно же, лучше эту турбину подключить в основную сеть. И как мы видим, терморегулятор не перегреется, потому что температура перегрева 325 градусов. И максимум он сейчас нагревается на 230 градусов. Почему? Потому что он находится в паре, а у пара отличнейшая теплопроводность и теплоемкость. Эта система работает. Эту систему можно использовать также не как для добычи электроэнергии, а просто как халявное удаление тепла. Тепла удаления в никуда. Плюс получение небольшого количества электроэнергии. Пожалуйста, ставим 4 термоводорегулятора, и одна турбина спокойно справляется со всей температурой, которую они производят. Как вы видите, здесь мы используем супер хладагент. Термоводорегулятор построен из термиума. Турбина справляется. Единственное, что она дает меньше энергии, понятное дело. Если сравнить вот эту систему, где у нас закрыты 4 клеточки и клетка построена из теплоизоляции, и вот эту систему, где у нас находится металлическая клетка из термиума, у которого самая лучшая передача, лучше даже чем у алмаза, мы увидим, что разницы в работе никакой нет. Потому что, как я уже сказал, передавать тепло вот этими клетками не имеет никакого смысла.
Поэтому стройте из того, что хотите. Можете даже из гранита. Здесь я поставил клеточки из гранита, пожалуйста, они себе спокойно нагрелись, тепло уходит, система крутится, энергия мутится. Посмотрите, что теперь может сделать суперхладагент. Он продолжает охлаждаться, я уже закончил писать видео, но обратил внимание. Смотрите, и это твердая нефть. Какая она красивая. Твердая нефть при минус 122 градусах. Охлаждайте на здоровье, друзья мои. Точно такая же система касается и обычного газового терморегулятора. Только здесь акцент идет, конечно же, на удалении тепла, нежели на производстве температуры. Потому что генерирует тепло терморегулятор намного меньше, чем водный терморегулятор, который мы с вами посмотрели. Видите, что система давно вот это уже работает, пар до сих пор не нагрелся до нужной нашей температуре. Точно так же эта система работает усиленно по удалению тепла. Причем вот эти 4 терморегулятора берут меньше энергии, чем один водорегулятор. А охладить, например, какое-то воздушное пространство могут намного ниже и быстрее, соответственно. Вот так система выглядит из обычных материалов. Турбина из золота, терморегулятор из стали, пожалуйста, лучистая труба из вольфрамита, используем, естественно, водород. Терморегулятор не нагревается выше, чем 230 градусов. Возможно, когда-то он нагреется, окей, пусть нагреется даже до 240 градусов. Это нам не страшно, потому что температура перегрева при постройке его из стали 275 градусов. Ну а если вам нужно охладить очень много пространства, то вы можете всегда построить вот такую безумную систему. Та-да! Вот, пожалуйста. И самое интересное, что температуру, которая будет забираться вот этими терморегуляторами, мы будем уничтожать обычными турбинами, опять же, в никуда. И даже немножечко получать энергии. Посмотрите, сколько всего мы можем остудить. Здесь везде крутится водород, охлаждается. То же самое можно построить и с тепловодорегуляторами. Я надеюсь, вам понравилось. Естественно, в будущем мы улучшим, возможно, дооптимизируем и придумаем новые схемы. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше безумных экспериментов. С вами был Доктор Перец. Увидимся в следующем видео.